У меня провязано лицевой гладью, то есть от резинки 60 рядов. Сейчас я начну делить кофточку на 2 полочки и спинку. При этом убавив по 2 петельки с каждой стороны. То есть у полочки мы убавим 2 петельки, затем с начала спинки мы убавим 2 петли, с конца спинки 2 петли и в начале следующей полочки тоже 2 петли. То есть у нас получится здесь по убавке в общем количестве тут 4 петельки и здесь 4 петельки. Смотрите, полочка включает в себя 27 петелек, включая вот эти 2 кромочных. Мы провяжем сейчас 25 петелек и начнем закрывать. Вяжем, то есть по рисунку. 1, 2, 3, 4. Мы провязали 25 петелек. Теперь закрываем 2 петли. То есть провязываю вместе петельки 1 и 2. Начинается спинка. В начале спинки мы также убавляем 2 петельки. 1, 2. Так как у спинки у нас убавится с каждой стороны по 2 петли, мы сейчас должны провязать 56 петелек. То есть 60 минус 4. Считаем эту петельку. 1, 2, 3, 4, 5. 56 петелек спинки провязали. Закрываем у спинки 2 петельки. 1 и 2. И теперь закрываем следующие 2 петли, которые относятся к полочке. 1 и 2. Все убавочки, что мы должны были сделать, мы уже сделали. Дополнительных убавочек уже в пройме не будет. И нам осталось провязать 25 петелек. Это получается наша левая полочка. Считаем вместе с этой петелькой. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Всего у нас должно получиться также 25 петелек. С началом проймы, с этими вот убавочками, я обнуляю вязание. То есть это был у меня первый ряд. Всего нам до плеча нужно связать будет 40 рядов. Но на полочке мы будем делать вырез под горловину. Поэтому сейчас мы вяжем 26 рядов лицевой гладью. И затем мы начнем делать с вами убавочки. То есть это вот начинается второй ряд. Мы провязываем вот эти 25 петелек и снова разворачиваем вязание. Вот я дошла до конца полочки. Снова переворачиваю, снимаю кромочную. И таким образом, это вот начинается третий ряд. Всего, напоминаю, мы вяжем с вами 26 рядов и встречаемся в 27-м, чтобы начать закрывать вместе со мной вырез под горловину. У меня провязано 26 рядов левой полочки. Закрывать мы будем с изнаночной стороны начнем, поэтому мы сейчас провяжем еще 27 ряд до конца. Из 28 мы начинаем делать закрытие петелек. 28 ряд. Смотрите, мы сразу снимаем обе петельки первые и закрываем 3 петли. Вяжем петельку и эти 2 вот так вот накидываем. 1, 2 и 3. 3 петли мы закрыли. У нас теперь осталось с вами 21 петля. То есть
потому что мы вот эти двойные кромочные закрыли сразу одной петелькой. Вяжем 28 ряд, 29 и встречаемся в 30 ряду. И еще такой небольшой нюанс. Кромочную последнюю я никогда не буду довязывать. То есть вот она у меня на спице, я ее просто снимаю и переворачиваю изделие. Теперь мы убавим 2 раза по 2 петельки. Раз, два. Напоминаю, это 30 ряд. Вяжем 30, 31, 32 ряд. Снова убавка 2 петелек. 1 и 2. Вяжем 32 ряд до конца. И теперь мы будем убавлять каждый раз по одной петельке. И это делать мы будем теперь в конце лицевого ряда. То есть начинается у меня 33 ряд. Я его довязываю до конца, не довязав последние 2 петли. Вот 2 петельки. Я их вот так вот переворачиваю, чтобы они смотрели. Можно их было провязать за переднюю стеночку. И вот так провязываем. 31. Так, теперь у нас начинается 34 ряд. Вяжем его до конца. И в конце 35 ряда снова делаем убавку одной петельки. И в конце 35 ряда мы снова делаем убавочку. Итак, мы еще делаем убавку в 37 и в 39 ряду. Я сделала последнюю убавочку, получается, в 39 ряду. И вяжу последний ряд, 40. И после этого мне нужно отрезать ниточку примерно в 3-4 раза больше, чем участок плечевого шва, если вы будете его сшивать. Если вы будете соединять его крючком, как и я, то лучше ниточку оставить в 4-5 раз больше, чем вот этот отрезок. 1, 2, 3, 4 и 5. То есть это примерно 60 сантиметров. Обрезаем нить и продолжаем затем вязать спинку. Спинка у меня начинается с того, что мне нужно присоединить ниточку, вот, чтобы не было вот этого разреза. Я делаю дополнительную петлю под первую убавленную петельку. Переворачиваю вязание и сразу ее убираю. То есть вот так вот накидываю. Все, подтягиваем ниточку и продолжаю вязать наши 56 петелек. Также 40 рядов. То есть довязываем вот до этих закрытых петелек в спинке, разворачиваем и вяжем только спинку. Я закончила спинку вязать 40 рядов. Также отрезала нить подлиннее, чтобы потом соединить ее крючком. И приступаю к вязанию правой полочки. Также начинаю с того, что убираю вот эту вот
ненужную мне протяжку. Также вхожу вот под 2 дужки первой закрытой петли и вывязываю дополнительную петлю, которую сразу буду убирать в изнаночном ряду. Все, ниточку подтягиваю. И напоминаю, что это у нас идет второй ряд от проймы. Всего нам нужно связать 26 рядов. Из 27 ряда мы начнем закрывать петельки. После того, как у нас на полочке провязано 26 рядов, в 27 ряду мы начинаем закрывать вырез под горловину точно таким же образом, как мы делали и на левой полочке. То есть в первый раз мы закрываем 3 петли. Причем закрываем сразу, снимаем первые 2 петельки, вяжем следующую. То есть снимать только вот так нужно. Смотрите, чтобы нитка была за работой. И 2 петли одеваем. Это мы убавили 1 петлю, как я считаю. 1, 2 и 3. Далее провязываем 27 ряд до конца, вяжем 28 и также будем постоянно не довязывать вот эту одну кромочную, чтобы у нас не образовывалось ступенек при вязании горловины. В 29 и в 31 ряду мы будем закрывать по 2 петельки. Таким образом, 1 и 2. Это, напоминаю, у нас 29 ряд. Вяжем затем 30. В 31 убавляем также 2 петли. И встречаемся потом в 33 ряду. В 33 ряду, в 35, 37 и 39, то есть вот с этой стороны в лицевом ряду мы будем убавлять по 1 петельке. Вот так снимаем и просто кромочную накидываем. При этом обращаю ваше внимание, что кромочная у меня не была довязана. То есть всего у нас уйдет еще 4 раза по 1 петельке. И на плече у нас с вами должно остаться 13 петелек. Они же и будут составлять плечевой шов. Когда в 39 ряду мы сократим последнюю петельку, вяжем затем 40 ряд, обрезаем ниточку и будем соединять плечевые швы. В 40 ряду не забудьте провязать последнюю кромочную. И ниточку я уже обрезаю не такую длинную, потому что у меня вот с этого края будет обрезана нить на спинке. Теперь я перевожу вот эти петельки на дополнительную спицу. Сейчас я буду соединять петельки крючком. Крючок я возьму номер 3,5. Смотрите, вот я соединила. Теперь вот так вот наизнанку выворачиваю. Смотрю, чтобы у меня ничего не перекручивалось. Ниточка длинная у меня должна идти от меня, то есть на дальней спице. Смотрите. Теперь ввожу крючок в первую петельку и вытаскиваю в нее же петельку, которая у меня с ниточкой. После этого делаю воздушную петлю одну. Все, больше воздушных петелек у меня не будет. И теперь начинаю, смотрите, вхожу в петельку с ближней спицы, в петельку с дальней и одной петелькой соединяю все 3 петли.
такая вот косичка у нас должна образовываться. Итак, доходим с вами до конца плечевого шва. После того, как я соединила последнюю 13 петельки, я просто вытаскиваю нить и перехожу на соединение вот этой части. Также перевожу петельки полочки на дополнительную спицу. Выворачиваю наизнанку. Теперь у меня передо мной будет спинка, а от меня будет идти полочка, так как она имеет вот этот длинный хвостик. И повторяем те же действия. Вхожу в первую петельку на спице и вытаскиваю в нее петельку с дальней спицы. Подтягиваю ниточку и делаю дополнительную петлю. И теперь таким же образом одной петелькой соединяю все 3 петли, то есть 2 петли на спице и одну, которая находится на крючке. После соединения плечевых швов на спинке вот открытых петелек у меня остается 30 штучек их. И смотрите, вот так вот выглядит наше плечико. Теперь можно связать горловину, и для этого нам понадобится спицы 3,5. У меня теперь спицы 3,5 на леске. И смотрите, главное условие: у нас должна быть горловина связана тем же рисунком, то есть резинкой 2 на 2. Поэтому нам надо при наборе учитывать, что мы должны получить количество четное обязательно. Смотрите, здесь я также создам вот эту вот двойную кромочную с краю. Сначала я вхожу под 2 дужки косички, которые мы закрывали, делаю петельку, затем вхожу вот в эту вытянутую лицевую, то есть прям в нее. Вот, получили 2 петли. И далее набираем 1 и 2. Далее еще 2 петли. Смотрите, вот где вот такая вот большая дырочка, мы входим не в нее, а вот в эту петлю, в саму. 1, а теперь вот в закрытую. Если неудобно, можно взять крючок. 2. Снова надо набрать 2 петли. Сначала вхожу в саму петлю, то есть что находится под косичкой, под закрытыми петельками. 1, а теперь вот под косичку. И 2. Теперь у нас идет закрытие по одной петельке. Смотрите, здесь в основном вот такие вот большие прогалы, и поэтому я буду входить вот в эти косички, в петельки в сами. 1, 2,
3, 4. Мы подняли все петли. И теперь смотрите, здесь у нас находится наш вот этот вот закрытый шовчик. То есть нам сейчас надо так набрать петли, чтобы вот закрыть вот этот вот прогал. Для этого, смотрите, я подцепаю 2 петельки сразу. Петелька со спинки, петелька с полочки. 1 и 2. И провязываю их вместе лицевой. Подтягиваю чуть-чуть ниточки. Получилась у нас 1 петля. И следующую петельку я создам из протяжки. То есть вот поднимаю ее и провяжу скрещенной лицевой. Вот и все. То есть у нас прибавилось 2 дополнительных петли. На спицах у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 петелек. Теперь нам нужно провязать 30 петелек спинки и продолжим набирать. Провязываю просто лицевыми петлями. Провязали спинку. Теперь по аналогии начинаем закрывать. Поднимаю сначала протяжку, вяжу ее скрещенной лицевой, затем сейчас, секунду, поднимаю петельку со спинки и петельку самой полочки. И провязываю их вместе лицевой за переднюю стеночку. Все, наши 2 дополнительных петельки получились. И нам осталось с вами добрать 12 лицевых. При наборе сначала я буду входить в сами петельки, вот сюда вниз. 1, 2, 3 и 4. 4 петельки мы набрали. Далее, смотрите, у нас идет закрытие 2 раза по 2 и 1 раз 3 петли. Сначала я вхожу под косичку, затем в саму петлю. Снова под косичку и в саму петлю. И осталось вот наши 3 петельки. И не забывайте, что нам надо создать также дополнительную петлю, двойную кромочную, то есть 1, 2. Теперь вот в эту вытянутую лицевую вхожу и последний раз под косичку. Не совсем получается у меня. Можно попробовать с помощью крючка. То есть после набора у нас получается 14 петелек, 30 на спинке и 14 петелек на следующей полочке. В общем количестве 58 петелек с учетом 2 вот этих вот кромочных, которые мы добирали. Смотрите, переворачиваю вязание и начинаю вязать. Петельку я снимаю первую, вторую также снимаю, ниточка перед работой, это у меня будет вытянутая лицевая, также продолжаться. И начинаю вязать с 2 лицевых. То
То есть 2 лицевые, 2 изнаночные. Лицевые, 2 изнаночные. И так вяжем ряд до конца. И в конце ряда у меня заканчивается все 2 лицевыми и моя двойная кромочная. То есть первую петельку снимаю нить перед работой и вяжу кромочную. Все, переворачиваю вязание. Вязать воротничок можно на любую высоту, которая вам нужна. Это может быть и маленький воротничок, сантиметра 2 вышиной, также и высокий воротник, чтобы закрывал хорошо горлышко. И затем будем закрывать с вами петельки. Если считать с начала формирования резинки, то есть с изнаночной стороны, то у меня провязано 7 рядов. В 8 ряду, это по лицевой стороне получается, я буду закрывать петельки. Смотрите, для начала я снимаю первую петлю, так вот, ниточка за вторую идет, то есть 2 петельки мы сначала снимаем, и следующую только петлю вяжем и накидываем на нее сразу 2 петли. И снова, то есть я закрываю, теперь я буду накидывать по одной петельке. То есть вяжу по рисунку, там где лицевая я провязываю лицевой, где изнаночная я провязываю изнаночной. Закрываю я обычным способом. И так вяжем до конца. Когда я дохожу до последних кромочных, я их провязываю лицевой за переднюю стенку 2 вместе. И накидываю последнюю петельку. Все. Обрезаем нить. На этом у нас резиночка закончена. Вот так вот выглядит пока наша кофточка. У нас еще есть, конечно, должна еще быть планочка, и останется связать рукава. Я провязала уже и планочку на левой полочке, получается, и связала рукавчик. С вами вместе я свяжу, получается, правую полочку. Это та полочка, где будут у нас отверстия под пуговички. И, конечно, потом мы закончим наше видео, точнее свой мастер-класс, я уже закончу также рукавом. Рукавчик у нас будет вот такой вот с шишечками, а также вы можете связать его простой лицевой гладью. Давайте начнем с планочки. Для этого понадобятся нам спицы 3,5, так как нужны были для вязания резиночки. И набирать мы будем с вами по лицевой стороне. Сейчас я готовлю пряжу. Всего нам нужно будет набрать 74 петельки. Это уже с учетом того, что будут у нас 2 кромочные. Набирать мы будем, обратите внимание, правую полочку снизу, а левую полочку я набираю сверху, чтобы у меня шла она также по лицевой стороне был набор. Обязательно за этим нужно следить. Смотрите, с самого начала
я делаю максимально большое количество петелек. Вот, как минимум 2 я всегда делаю снизу, так как, чтобы, вот видите, она чуть-чуть присбаривается вот сюда кверху. После стирки она, конечно, распрямится, но у нас, так как здесь идет одна кромочная, нам придется 2 петельки сделать. Вот смотрите, сначала я даже не в сами кромочные вхожу, а в наборные петли. Делаю первую петельку. Затем я буду набирать, вот смотрите, втыкая вот в эту косичку. То есть вот входить я буду в них прям. И буду подхватывать середину и одну из дужек вот этой косички. То есть дужку от вытянутой лицевой и дужку от самой кромочной. Сначала я вхожу в первую самую-самую нижнюю петельку. Вот она самая маленькая. Мы получили 2 петли. Далее, смотрите, я буду набирать таким образом. 1, 2 и третью петлю я из нее буду вывязывать сразу 2 петельки. Смотрите, сначала я делаю петельку из вот этой вот кромочной, то есть подхватываю только одну дужку, делаю петлю и затем вхожу также в петельку и подхватываю обе дужки, чтобы сделать 2 петли. И снова 1, 2 и снова под одну дужку и под 2 дужки. И таким образом мы будем с вами набирать на высоту всей нашей полочки, включая и вот этот вот воротничок. Повторюсь, что нам нужно набрать с вами 74 петли. Смотрите, последние петельки у меня получается здесь двойная, то есть с прибавочкой. Одну я вяжу под дужку и одну я вяжу под закрытую косичку самого воротничка. Если у вас не хватает где-то, вы можете сделать 2 раза вот такую прибавочку. Если у вас наоборот больше получается, вы можете пропустить эту прибавочку. Ничего страшного в этом нет. Теперь мы переворачиваем на изнаночную сторону. И смотрите, у меня начинается она с 2 лицевых. То есть кромочную я снимаю и вяжу 2 лицевые, 2 изнаночные. Лицевые, 2 изнаночные. Петельки у меня располагаются все так, что я их буду провязывать, этот первый ряд, за переднюю стеночку. И так довязываем ряд до конца. Заканчивается у меня первый ряд 2 изнаночными и кромочной петелькой. Переворачиваю вязание. Второй ряд. Кромочная петля. 2 лицевые, 2 изнаночные. И у меня лицевые я снова вяжу за заднюю стеночку, а изнаночные за переднюю. Итак, пока продолжаем вязание, и где-то примерно на середине нашей планочки мы будем делать отверстие под пуговички. У меня начинается 5-й ряд, это изнаночная сторона, и по ней я буду делать убавочки и отверстие под пуговички. Первую петельку я снимаю, затем я буду убавлять первые 2 петельки лицевые,
Я их свяжу за заднюю стеночку и сделаю накид. Далее смотрите, мы будем убавлять каждые 10 петелек. Дальше я считаю 1, 2, 3, 4, 5. То есть вяжем до этих двух изнаночных. То есть получается 8 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И теперь я провязываю 2 петельки вместе изнаночной, делаю накид. И снова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Снова 2 петельки лицевые теперь. Вместе делаю накид. И снова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 изнаночных вместе и накид. Довязываем таким образом с вами до конца. И в конце, смотрите, по идее мы должны сначала убавить, а потом сделать накид. Здесь я сделаю наоборот. То есть сделаю накид и затем только сделаю убавочку. Переворачиваем вязание. Это у нас будет 6-й ряд. И вяжем по рисунку. 2 лицевые, 2 изнаночные. 2 лицевые, 2 изнаночные. То есть вот здесь у нас только получается чуть-чуть вот по-другому. 2 лицевые, 2 изнаночные. 2 лицевые, 2 изнаночные. Вот такие вот у нас получаются небольшие отверстия под пуговки. И накиды, обратите внимание, я провязываю за переднюю стеночку. И лицевые, и изнаночные петли. Довязываем с вами ряд до конца. Затем вяжем с вами 7, 8, 9 ряды. И в 10 ряду, это будет лицевая сторона снова, мы начнем закрывать петельки. У меня начинается 10 ряд и закрытие петелек. Первую петельку снимаем, вторую вяжем по рисунку, в данном случае лицевой петелькой, и накидываем на нее предыдущую. То есть мы провязываем по рисунку и накидываем на них предыдущие петельки. Сильно не затягивать нужно край. Потом, когда мы постираем, он станет более ровненьким. Но и сильно вытягивать тоже не стоит. Иначе планочка будет идти волнами. То есть, где лежит лицевая, мы вяжем лицевой. Где изнаночная, мы провязываем изнаночной. То есть точно таким же образом, как мы закрывали с вами горловину. Мы закрыли все петельки, отрезали ниточку, вяжем вторую планочку, если у вас еще не связано. Так, отверстий у нас получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 пуговок будет у нас. Достаточно так плотненько они будут сидеть. Можно выбрать небольшой диаметр. И теперь мы переходим к вязанию рукава. Рукав мы будем набирать с помощью спиц номер 4. Начинать мы будем набор вот отсюда. То есть у нас было по 2 закрытых петельки со спинки и 2 с полочки. Всего нам нужно будет набрать 54 петли. Смотрите, сначала мы набираем 1 под косичку, 2.
Теперь, чтобы не было вот этой вот дырочки, мы ее провяжем таким образом. Подцепляю петельку самой кофточки и вот одну полупетлю протяжки. И вяжу ее скрещенной лицевой за заднюю стеночку. И за счет вот этой скрещенной у нас не будет дырочки. И далее набор мы продолжаем. Смотрите, вот за эту вот косичку, то есть под 2 дужки мы будем набирать, точно так же, как планочку. Первые 2 петельки мы набираем просто, а в 4-ю мы делаем прибавку. Сначала за заднюю полупетлю вяжу петлю, затем за обе стеночки. И снова 2 петельки за заднюю полупетлю, за обе стеночки. И таким образом нам нужно до плечевого шва набрать 27 петелек. У меня набрано 23 петельки, и смотрите, до плечевого шва у меня осталось 4 петли, поэтому прибавку я больше делать не буду. Просто набираю 1, 2, 3 и 4. Все. Это середина. Я вот так выдергиваю спицу и начинаю набор симметрично. То есть начинаю набор с 4 петелек. 1, 2, 3 и 4. Также вот под эту вот косичку набираем. Дальше у нас по симметрии идет прибавка. То есть в первую петлю у нас будет прибавка, и вторую, третью мы вяжем обычно. Снова прибавочка и в каждую петельку. Также 27 петель нам нужно набрать. И чем ближе мы подходим к началу нашего вязания, я пересчитываю петельки, смотрю, надо ли мне делать прибавочку еще одну, либо не надо. Вот я набираю еще 2 петли. У меня получается уже на спицах 24 петли. По-моему, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Да, 24 петли. И мне осталось набрать 3 петельки. Вот, помните, мы создавали дополнительную петлю? Я ее подцепаю, миную перетяжку и вяжу скрещенный, получается, за переднюю стеночку. Вот таким вот образом. Петельку я также подцепала с самого изделия. 26 и 27. Все. У меня набрано 54 петельки. И теперь я вяжу 2 ряда лицевыми петельками. С 3-го ряда мы начнем вязать шишечки. Лицевые по кругу мы всегда вяжем за переднюю стеночку. То есть и первые, вторые и последующие ряды, что вяжутся в круговую, у нас идут вот так вот за переднюю стенку. Встречаемся с вами в 3-м ряду. У нас начинается 3-й ряд. И сейчас на примере уже связанного рукавчика я покажу, как это все будет выглядеть. Смотрите, я примерно поделила рукав пополам. Вот между шишечками у меня вот начало здесь вязания. Сюда идет 7 петелек, сюда 6. Это нужно, конечно, для симметрии, чтобы, смотрите, у меня получилось 1, 2, 3, 4, 5. В первом ряду, то есть вот в первом ряду именно шишечек у нас будет их 5. Далее у нас их будет 4. Они идут у меня между первой и второй, между второй и третьей посередине. Их получается 4 уже штучки. Но об этом чуть попозже. Смотрите, начинается у нас ряд с того, что мы вяжем с вами 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. В 8-ю петлю я делаю шишечку. Делаем как обычно. Первая петелька из протяжки, далее лицевая, накид, лицевая и 5-я петелька из протяжки. Точно так же переворачиваем вязание, то есть все то, что мы делали с вами уже в цветке. Кромочная, 4 изнаночных. Снова переворачиваем. Кромочная, 4 лицевых. И последний раз переворачиваем. Кромочная, 4 изнаночных. И закрываем все петельки. 3 петли я снимаю, 2 последние я вяжу вместе и накидываю на них снятые петельки. Все, хорошо ниточку подтягиваю и вяжу 9 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. И в 10-ю я делаю шишечку. То есть шишечка 9 петель, шишечка 9 петель. И по кругу мы таким образом с вами и будем вязать до конца. Последняя шишечка у нас получается в 7-ю петлю до конца. То есть мы сделаем шишечку, и до начала ряда нам останется с вами провязать 6 петелек. То есть, еще раз повторюсь, между началом и концом, между шишечками, в общем количестве получается 13 петелек. Это уже когда будет у нас в конце вязания. Пока продолжаем вязать этот ряд самостоятельно. Я связала последнюю шишечку, и вот у меня до конца ряда получается 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все. На этом наш 3-й ряд закончен. Вяжем 4-й ряд. 4-й ряд. Шишечку мы провязываем, как обычно, лицевой петелькой за переднюю стеночку. Чуть-чуть потуже подтягиваем, выправляем ее. Между шишечками у нас будет 10 рядов. Повторяю, это, если считать вместе с этим рядом 3-й, 4-й, то есть у нас получается шишечка будет в 13 ряду, если прибавить 10 рядов. Убавочки. Убавочки у нас будут в каждом 8 ряду. Если от начала вязания считать, сейчас идет 4-й ряд, мы его будем делать первую убавочку в 9 ряду, затем в 17, 25, 33 и так далее. Последняя убавочка, 7-я, будет в 57 ряду. У нас получится 40 петелек, более мы убавлять с вами не будем. Всего, по-моему, у меня, если я не ошибаюсь, 66 рядов будет. Пока продолжаем вязать и встретимся с вами в 9 ряду. Я покажу, как сделать убавочки. У меня начинается 9 ряд. Убавочки. Убавки мы делаем после первой петельки и перед последней. То есть мы убавляем 2-ю, 3-ю петлю и 52-ю и 53-ю. То есть между убавочками у нас будет постоянные 2 петли. Вяжем первую петельку, после нее мы вяжем петельки за переднюю стеночку, то есть с наклоном направо. Будет у нас вот такой вот сходящийся треугольничек, то есть в начале ряда мы будем вязать стеночки за переднюю, петельки за передние стенки, а в конце ряда мы их провяжем уже за задние стеночки. Довязываем ряд до конца. Вот у нас осталось 3 петли, и 2 предпоследних мы вяжем за задние стеночки. Перед этим их переворачиваем, чтобы было удобнее связать. И вяжем последнюю петельку.
И так мы будем убавлять постоянно. Вторую, третью и 2 предпоследних. Вяжем 10 ряд. Не забываем убавочки делать в каждом 8 ряду, то есть через 8 рядов. Это 9, 17, 25 и так далее. Шишечки мы делаем в рядах, где встречается тройка: 13, 23, 33 и так далее. То есть в следующий раз мы с вами встречаемся уже в 13 ряду. Будем делать второй ряд шишечек. 13 ряд. Смотрите, мы уже убавили по 2 петельки, поэтому между шишечками, если бы они были на том же месте, у нас осталось бы 11 петелек. Мы отсчитываем теперь 6 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Смотрите, вот она, шишечка идет. Между шишечками, вот если петля шишки это 10, то до следующей шишечки у нас остается 9 петелек. Мы будем ее следующую делать посередине между, то есть ними. Это 5-я петля. То есть вяжем петельку шишечки, вот она. И дальше вяжем 1, 2, 3, 4. В 5-ю петлю мы будем делать. Смотрите, от начала вязания у меня сейчас 1, 2, 3, 4, 5, 11 петелек. И я делаю шишечку, как обычно. Когда мы сделали первую, мы считаем также 1, 2, 3, 4, 5. На 5-ю петельку выпадает, видите, шишечка. Пять, 6, 7, 8, 9. И в 10-ю петлю делаем еще одну. Итак, мы вяжем этот ряд до конца, то есть считаем 9 петелек от шишечки, в 10-ю делаем. И смотрите, у нас их должно получиться теперь 4 штучки между вот этими, они будут располагаться. И когда мы сделали последнюю, 4-ю, до начала вязания, смотрите, у нас остается 1, 2, 3, 4, 5. Это шишечка наша, вот это совпадает. 6, 7, 8, 9, 10. И вяжем теперь 14 ряд. В 17 ряду делаем убавочку самостоятельно и встречаемся с вами уже в 23 ряду. Я дошла до 23 ряда. Смотрите, мы уже сделали 2 убавочки, поэтому до первой шишечки у нас будет не 7 петелек, а только 5. 1, 2, 3, 4, 5. И делаем шишечку. В конце ряда, до конца, то есть после последней нашей шишечки, получается вот этой нижней, она будет вот здесь вот на 5-й петельке, до конца останется уже 4 петли. То есть между шишечками в общем количестве будет 9 петелек. А по количеству у нас также получится их 5 штучек. Вяжем 23 ряд. В 25 делаем еще одну убавочку. И затем встречаемся в 33 ряду. Сделаем еще один ряд шишечек, так сказать, чтобы сравнить вот эти петельки. Сколько от начала вязания, чтобы вы не запутались. И смотрите, еще очень легко посмотреть. Вот она, петелька от шишечки идет.
Вот просто вверх проводите, и вот у нас следующая шишечка. То есть, когда пойдет следующий ряд, после вот этого, также можно провести пальчиком до петельки, где будет у вас начинаться новый ряд. В 33 ряду мы будем делать и убавочку, и 4-й ряд, точнее 4-ю полоску шишечек. Как обычно, первую лицевую мы провязываем, затем 2-ю, 3-ю петельку вяжем вместе. И смотрите, вот наша шишечка, получается 1, 2, 3, еще 6 петелек, 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть всего получилось вместе с убавочкой 8 петелек. И в 9-ю петлю у нас будет шишечка. Так, вяжем ряд 33 до конца. Затем я остановлюсь еще раз на месте, где будет последняя шишечка. Всего их у нас будет 4. И сделаем с вами убавочку. Я сделала последнюю шишечку. И теперь смотрите, вяжу 1, 2, 3, 4, 5. Делаю убавочку 6 и 7. 7 петелек у меня получается до конца. Вяжу 34 ряд, продолжаю вязать. И еще раз мы встретимся в 43 ряду. Покажу, с какого места мы начнем делать новую полоску шишечек. 43 ряд и 5-я полосочка шишечек. Смотрите, вот если вначале мы вязали вот эту шишечку, больше вязать я ее не буду, так как у меня здесь очень маленький такой зазор получится между ними. Поэтому я начну сразу вот с этой шишечки. То есть смотрите, сколько до нее много останется петелек. 1, 2, 3, 4, 5. 12 петелек. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Если от этой шишечки посчитать, вот она у нас 5-я петля и 4 еще. И начинаем в 13-ю петельку вязать шишечку, как обычно. Всего у нас здесь получится 3 шишечки. И, соответственно, после последней шишечки, 3-й, у нас до начала вязания останется провязать 11 петелек, то есть на одну меньше, чем было в начале. Далее вяжем, как обычно, и получается, что 5 рядов, 5 полосочек шишечек мы связали, и 6-й полосочки у нас будет уже 4 шишечки снова. В 53 ряду до вот этой шишечки, до петельки, где мы ее будем делать, нам надо провязать 6 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот она у нас идет петелька. Всего у нас шишечек получится 4, и, соответственно, до начала вязания мы здесь после последней шишечки провяжем 5 петелек. То есть на одну петельку у нас будет меньше. Затем вяжем все по рисунку. Последнюю убавочку делаем в 57 ряду. У нас остается 40 петелек. И встречаемся уже в 63 ряду. Последняя полосочка шишечка у нас будет. И потом после 66 ряда мы уже будем переходить на резиночку. В 63 ряду мы делаем последнюю полосочку шишечек. Первую шишку мы сделаем, провязав 10 лицевых, и в 11-ю лицевую
и сделаем ее, так как после того, как мы вязали вот эту шишечку, у нас было 2 убавочки. То есть здесь было 12 петель от начала вязания, соответственно, здесь осталось 10. То есть, сделав 3 шишечки, у нас до начала вязания останется провязать 9 петелек. Затем мы с вами вяжем 64 ряд, 65, 66 и затем встречаемся и начинаем вязать резиночку, при этом сменив спицы на 3,5. В 67 ряду, он же у меня будет первым рядом резинки, мы переходим на вязание резиночки 2 на 2. Смотрите, я спицы сменила на 3,5. Вяжем 2 лицевые, 2 изнаночные. Первый ряд мы вяжем за переднюю стеночку полностью все петельки. Второй и последующие ряды мы вяжем таким образом. Лицевые за переднюю стеночку, изнаночные за заднюю. Таким образом нам нужно провязать с вами 11 рядов. И в 12 ряду мы будем закрывать все петельки. Сейчас у нас начался уже второй ряд. Я довязала 11 ряд и начинаем закрывать петельки. Первую петельку мы вяжем, затем вяжем вторую и накидываем на нее первую. Далее вяжем изнаночную, накидываем предыдущую, снова изнаночная, накидываем предыдущую. И так, не сильно затягивая петельки, мы закрываем их. Такая косичка у нас получается. Затем мы обрезаем ниточку и вот таким вот образом поддеваем под первую закрытую петельку. Все. Потом мы заделываем все ниточки, и на этом наш джемпер полностью готов. Останется его только постирать, просушить и пришить пуговки. На этом все. Наш мастер-класс будет закончен. Всем до новых встреч. Пока-пока.